видео о нашем номере в отеле в городе Ия на Санторини. Отель называется Аспа Виллас. И вот наш номер 2, прям под названием. Вот так выглядит небольшая прихожая перед номером. Свет тут зажигается. Наш кондей. И место, где можно сидеть, но мы тут ни разу не сидели. Вид из нашего номера от двери открывается вот такой. Это вид на противоположную сторону острова Санторини, не на ту, которая высокая. Впереди остров Иос. Прямо рядом с нами можно арендовать машину, квадроцикл, мотороллер или как это, мопед, все что угодно. Это самое начало города Ии. Итак, заходим. Свет зажигается, если вставили вот эту карточку сюда. Но это уже не первый отель, где такое. Вот такая милая репродукция на стене. И вот так выглядит наш номер. Когда мы зашли первый раз, мы, конечно, немножко обалдели, потому что я думала, будет немного хуже. Зажгли сразу вам весь свет, чтобы было все видно. Мы тут прожили 4 дня, 3 ночи. И вот вид из нашего окошка. Как было написано в букинге, вид с городом на деревушку. То, что вы видите там впереди, это уже Ия. Тут такое небольшое рабочее место. Wi-Fi ловит отлично, можно сидеть работать, что и пришлось в одно время делать мужу. Еще у нас был кондей, он бесшумно работает ночью. Выручил, потому что спали мы с закрытой дверью. Ветер был северный, то есть с той стороны. Дверь была закрыта, и в окошко задувало не так много, как хотелось бы. Вот такие интересные створки, смотрите, они вот так вот открываются, создавая полную темноту. Окно может открываться наверх. Посмотрим шкафчик. Это был один из первых наших отелей в Греции, может быть даже вообще единственный, где был уже в номере утюг и гладильная доска. Я этим воспользовалась, отгладила платьица свои и в итоге гуляла по Ии в глаженных платьях, что мега приятно. Вот такая симпатичная двуспальная кровать. Кровать достаточно удобная. Мы спали на ней 3 ночи. Никаких неприятных ощущений после нее нет. Подушки маленькие, но тоже удобные для нас оказались. Мебель вся очень милая, деревянная, такая вот симпатичная. Тумбочки тоже деревянные у кровати, покрашены в цвет. Вот такая небольшая кухонька с холодильничком. Вот тут посуда. Холодильник. К приезду нас тут ждал сыр, хлеб, кекс, ветчина, 2 йогурта. Куча сливок, которым мы так и не воспользовались. Лук это уже наш остался, мы тут делали греческий салат самостоятельно. И 2 бутылки воды. В холодильнике есть небольшая морозилка, но ей мы не пользовались. Все самое интересное оказалось в нижнем шкафу. Мы тут пользовались практически всем. Поднос, который оказался совершенно необходим в этом отеле, почему вы узнаете позже. Кофемашина, которой мы пользовались регулярно, тостер, посудосушилка, электрический чайник, столовые приборы. Вот в этой баночке там кофе, фильтр пакеты для кофемашины, есть растворимый кофе, кто любит, сахар, чай, там все есть. В общем, полный набор для завтраков есть. И плюс фейри с губкой. Вот в этой симпатичной сумочке пляжные полотенца, одно из которых я использовала, положила сюда, потому что с пляжным полотенцем этим я ходила к бассейну, в общем, там загорала. Не купалась, просто загорала. В бассейнах общих я предпочитаю не купаться. Вот такой у нас небольшой номер. И теперь пройдем. Кстати, вот второй фен. Им я тоже не пользовалась. Не знаю, работает ли. Наверное, работает. Пройдем в ванну. Душ. Горячая вода была всегда, напор хороший. Вода уходила тоже всегда хорошо. Лейка работает отлично. Вот раковина с зеркалом. Привет. Освещение, конечно, не очень достаточное, чтобы краситься, но что есть, то есть. Не может же быть прям идеально все. Хотя в этом месте, как мне показалось, идеально почти все. Тут были одноразовые зубные щетки, мы ими не пользовались. Одноразовая бритва с кремом. Муж ради интереса попробовал, сказал, что это не его тема одноразовая, он в итоге пользовался только своим. Вот вешалка для полотенец в ванной. Вот сообщение о том, что нельзя бросать в унитаз туалетную бумагу. Это нельзя делать практически нигде в Греции, где мы были.
Все нужно бросать в урну рядом. И вот так выглядит наш номер, если смотреть от ванны. В ванной есть вытяжка, если выключить свет, то она затыкается и становится немного тише, чем было до этого. Еще что нам понравилось при заезде. Николета, управляющая, сразу дала нам все ЦУ. Я вот положила специально на кровать, чтобы не забыть и показать вам. Это была карта ИИ. Это были расписания автобусов от ИИ до Фиры и от Фиры на пляже, там и куда хотите. И помимо расписания автобусов еще была карта Санторини с лучшими местами острова. Пожалуйста, все отмечено. Куда хотите, туда езжайте. Расписание автобусов у вас есть. Не хотите на автобусах, вот напротив отеля, как я вам уже показывала, можно арендовать все, что вашей душе угодно, и поехать тогда на этом средстве, которое вы выберете. Вот такой небольшой номер. И казалось бы, ну и это же белоснежные домики, балконы с бассейнами, прекрасные виды на кальдеру. Почему ты нам показываешь вот этот вот скучный номер с видом на северную сторону острова? Вот на эту. Хотя, согласитесь, тоже неплохой такой вид, когда ты большую часть жизни живешь в Москве, и вид у тебя максимум на соседнюю многоэтажку. Мне кажется, просто отличный. Итак, для того, чтобы показать, почему мы выбрали этот отель и задержались в нем на один день, нам придется немножко прогуляться по территории отеля. Мы выходим из номера, закрываем его. Кстати, вот тут вот на этой сушке очень удобно было сушить вещи. Вот она вот так раздвигается. Итак, мы выходим из номера. Это же нам сразу же показала Николета в первый день приезда. Идем, пожалуйста, бассейн. Кстати, тут еще есть джакузи, пожалуйста, можно пользоваться, если хотите. Она не ваша личная, общая, но, пожалуйста, можно пользоваться. Общий бассейн, лежаки. На одном из них я тут загорала. Северный ветер меня спас от палящего солнца, поэтому бассейном даже не пришлось пользоваться. Фактически наш дом стоит на гребне, от которого начинается уже спуск на северную сторону острова. Территория контролируется видеокамерами. Вот на этом шезлонге я загорала. Тут солнце после обеда, в 4 часа где-то я легла на часик. Это сотрудник отеля. Он сейчас будет запускать вот эту штуку, чистить дно бассейна. Это делается регулярно утром. Мы видели неоднократно, мы тут уже 3 ночи. И вот мы идем, и, казалось бы, уходим с территории. Когда меня Николета вела первый раз, я такая: о, боже мой, куда мы идем? Все дела. И вот мне Николета такая: идемте за мной. Я такая иду и понимаю, что мы выходим как раз-таки на сторону, откуда видна кальдера. Это южная сторона острова. То есть вы чувствуете, да? Какой маленький остров Санторини. Тут проходит туристическая тропа. Сейчас тут полно сотрудников. Это утро. Сотрудники разных отелей занимаются уборкой, туристы выезжают. Вот мы тоже снимаем вам в последний день это видео. Свои вещички уже собрали в чемоданы. И вот мы заходим на вторую территорию нашего отеля. В этом отеле есть номера с видом на кальдеру. И кроме того, есть общая терраса, вот она, с которой открываются потрясающие виды на город Ия, на кальдеру и на остров Санторини. Виды потрясающие ночью, утром и вечером. Я думаю, что мы приложим в этот ролик, скорее всего, либо фотки, либо ролики. Вот такой вид открывается с нашей террасы. Как только мы это увидели, мы сразу же приняли решение, что мы тут будем завтракать, ужинать. 2 раза встретили закат. Пожалуйста, приносишь с собой чай, кофе, вино, с чем вы хотите встречать закат, пиво, я не знаю, минералку. И встречаете закат. Солнце садится вон там за Ией.
Зонтики все, пожалуйста, открываются. Можно воспользоваться шезлонгами и чувствовать себя тут абсолютно спокойно, как дома. Мы тут были 3 вечера, и за 3 вечера только в первый вечер тут было занято 3 столика. Все остальное время один раз пришел мужчина, который загорает постоянно у бассейна, мы его регулярно видим. И то ненадолго, встретил закат и ушел. Во второй вечер вообще никого не было. Мы были 4 вечера. Завтракаем мы тут вообще всегда в одиночестве. И поверьте мне, завтрак — это один из лучших моментов дня. Насколько я не люблю утром вставать, но ради этого завтрака с таким вот видом прекрасным я просыпаюсь с удовольствием, предвкушая, что мне предстоит. Пои мы гуляли неоднократно, про это будет пост и на сайте, и наверняка какой-то ролик тут на канале. Я думаю, что увидите. Вот такая красота, из которой не хочется уезжать. Мы думали, что мы будем жить тут 2 ночи и 3 ночи в Фире, но в итоге, когда мы это все увидели, мы в первый же вечер решили, что надо обязательно тут постараться остаться на еще 1 ночь. Пускай мы заплатим, получается, за 2 отеля. И на наше счастье оказался свободен наш номер на следующие сутки. Мы остались еще на сутки, чему очень-очень рады, потому что лучше провести время тут, чем в нашем отеле в Фире, который мы вам тоже покажем, и вы увидите просто кардинальное отличие от 3-звездочного отеля от этих апартаментов. Мы в него вчера заехали, посмотрели на отельчик наш. Стоило все это удовольствие. Первые 2 дня нам обошлись 145 евро ночь, потому что мы бронировали через Booking. Когда мы у Николеты спросили, можем ли мы задержаться еще на ночь, она сказала: да, номер свободен, пожалуйста, задерживайтесь. Мы спросили, сколько это будет стоить. Она сказала, если вы хотите через Booking, то 145 евро, а если вы хотите напрямую через отель, то это будет стоить 120 евро. Ребята, разница 25 евро ночь. То есть мы переплатили. Если бы мы бронировали напрямую через отель, мы бы заплатили за каждую ночь 120 евро. А так мы заплатили за 2 ночи 145 евро и за 1 ночь 120. Считайте сами, сколько денег берет Booking. И то мы заплатили со скидкой Genius, и Booking утверждал, что это мы еще дешево взяли этот номер, потому что на самом деле он стоил чуть ли не в 2 раза дороже. Мы взяли всего лишь там за 290, а стоил он там условно на 400 с чем-то. Вот такой шикарный вид с террасы. Это общая терраса, повторюсь, можно воспользоваться шезлонгами, которые тут. Единственное, конечно, на Booking есть плюс с бесплатной отменой бронирования, но если вы уверены в отеле на 100%, то почему не забронировать напрямую и не узнать об отмене бронирования, об условиях у отеля тоже напрямую? Может быть, получится нехило так сэкономить, потому что 50 евро, например, тут на Санторини, это ужин без вина. То есть с вином это будет чуть больше, чем 50 евро. Это к вопросу о ценах. Вот такой у нас отельчик. Заканчиваем обзор на этой прекрасной, просто прекрасной панораме, на этом прекрасном виде на город Ия. Очень не хочется с ним прощаться. Надеюсь, вам понравился обзор. Это вас вдохновит на какие-то путешествия. До новых встреч. Пока-пока.